глубоко в глубоком кармане. Женщины и девушки не должны таскать тяжелый зонт. Я не думал, что это здание снесут, потому что здание это достаточно большое. Мужчина, скорее всего. А нет, слушайте, работает. Инженерные материалы. Поэтому КНИРПС это на века. Да. Что зонтик это необходимая вещь в Питере в любое время года. Друзья, привет! С вами Фавионыч. Близок праздник 8 марта, Международный женский день. И женщина для нас это все. Женщина это единственная ценность в этом мире изменчивом. Поэтому семья, женщины. И мы идем с вами за подарком. Я не буду долго рассуждать. Женщины несут ношу. Давайте облегчим. Так вот, друзья, мы с вами идем за зонтом, который супер компактный. Почему? Потому что женщины и девушки не должны таскать тяжелый зонт. В эпоху карбона, в эпоху легких, сверхпрочных материалов это неправильно. Поэтому мы с вами будем выбирать сейчас, 8 марта, очень компактный, надежный, суперский зонт. Так, что-то я сейчас только, друзья, обнаружил, что моего здания вообще нет. То есть то, куда я иду, самсоневский, а его нету просто. Как такое может быть? Сейчас придется мне звонить, узнавать, куда они переехали. Потому что я, честно говоря, удивился. Я не думал, что это большое здание, самсоневский центр, снесут. Но видите, у нас есть с вами видео, где мы ходили по этим коридорам. Я снимал. Посмотрите, здесь, кстати, будет подсказка. Увидите, как оно выглядело. Ну и напротив тоже здесь завод. Слушайте, ну я все, что мог подумать, ну... Я не думал, что это здание снесут, потому что здание это достаточно большое. Но с другой стороны, что там делать? Построить здесь большое что-то современное. Все оказалось гораздо веселее. Я думал, это в высотном здании, а это вообще находится в здании, которое ближе всего к мосту Гренадерскому. Хороший мост. Алло, здравствуйте. Что-то я не могу вас найти. Пришел, там здание снесли. Нашел, друзья, вот он, зонты, сумки, в смысле, багаж. На самом деле, когда со стороны шел, то есть полное впечатление, что я так иду в коридорчике, думаю, сейчас обойду и зайду, и так смотрю в проем, а там здания нет просто, его нет, я думал, что ж случилось? В ту сторону, да, действительно. Ну да, ясно. Так, Ну, скажите. Да, какой-то зонт конкретный? Да, смотрите, я брал мужской, мужской зонт большой себе, супруги брал, и в декабре 19-го брал вот из этой серии 0,50. Ну, к 8 марта решил. Были такие плоские зонты, вот я их показывал. Вот эти, да, суперские. Но самый главный вопрос это надежность. И самый главный вопрос это поместить в маленькую сумку. Но при этом меньше вес. Ну, по надежности они все надежные. Я знаю. Да, у меня 400-й, у жены 200-х 2. Я покупал, а вот я на самом деле сейчас покажу, какой я цвет выбрал. Каким путем действовать, чтобы женщины носили меньше всего в наших условиях. Что вот, выбор нелегкий. Надо выбирать, чтобы было в первую очередь для женщин, я думаю, красиво, в первую очередь. Ну, красиво, мне кажется, вот это вообще best, это вообще шикарно. Да. Ну, а из таких вот цветовая гамма. Ну да, вот этот смотрел, да. А мне, кстати, понравился, там есть цвет, я не знаю, по-моему, в этой же серии. Нет, бордовый темный. Вот нет, да? Да. Да, 8 спиц это вещь, конечно. Да, соответственно, купол, конечно. Очень легкий, честно говоря. Я когда записывал первое видео, потом народ смотрел, то вот так я делал. Вот, смотрите, они реально настолько легкие, что ну, практически невесомые. 98 здесь сантиметров. 98, даже больше? Да, здесь на 80. Так это такой же, как у меня, что ли, большой? А, ну у меня 100-ка там, да. Так, по весу. Да. 195, наверное, да. Я думаю, что это 200 грамм, скорее всего. Так, по весу они на самом деле 300 грамм. 300? Да. Вот эти 300, а вот эти вот маленькие, они 280. У нас ветреная погода, и если много спиц, то это все равно надежнее по-любому. Да нет, спицы на самом деле, количество спиц не влияет на надежность зонта. Тут просто как именно купол, потому что чем меньше спиц, сам купол немножко не круглой формы становится. Ну да. Ну и, собственно говоря, я-то воткнул его, но не факт, что женщина воткнет его, да? Попробуйте вставить. Получится у вас.
техника не моя, я впихивать... Да? Ну, видите, уже проблема, да? Ну да, то Да, есть оно да. тяжело. Я вам просто еще открою, чтобы Ага. вы как бы сравнили сами. Купола, видите, он Ага. тоже... Слушай, так он по размеру Он отличается. становится Он меньше. маленький У него совсем. 6 спиц. у этого Ну 8. здесь все понятно. Я думаю, что как там этот один говорил, да, при всем богатстве выбора альтернатив нет. Ясно. Да, но здесь на самом деле выбрать голова сломается, если не расскажут. Нет, да, я думаю, что, наверное, скорее всего, это серия, да. Покажите. У меня друзья-подписчики уже многие купили, заказали в вашем магазине. Для продажи. Я понимаю, да, конечно. Просто у нас как... Это история. Так, слушайте, получается... Ну, это у них же первый в 32-м году был, насколько я помню. В 32-м году они... Ух ты, ё. Вот, то есть ткань. Ну, ткань, скорее всего, Всё. восстановлена, да? Нет? Не могу подсказать, потому Я что понял. нам его... Но механизм, я показывали. думаю, что обратно. Все работает, все Мгм. прям вообще он в идеальном состоянии. Ручка, конечно, да. А я помню, кстати, такие ручки, но... Ну да. Что тут скажешь? Инженерная техника. Инженерные материалы. Поэтому Книрпс это на века. Да. Красная точка. Расцветки, я так понимаю, что... Это вот в этом году они ожидаются. новая. Да. Мгм. О, метаверс. Практически Вот метаверс. они, да, вот. Обалдеть, какой цвет. Ну, известно уже, какая серия это будет, нет? Так, они будут у нас в Т, по-моему. Так, сейчас где-то тут должно быть. В Т201 они будут. Да, но нет, я геометрию тоже люблю. Да, Красота. вот эти вот будет Классика, двусторонние. понятно, что классика. Ну, с болтами. Тоже классный цвет. Прозрачный какой-то. Ну, это дизайнерское что-то, да, я так понимаю? Да. Ну, у них, в принципе, каждая разрабатывается дизайнерами. Единственное, что странно, материал не похож ни на что. Похож на просто полиэтилен. Наверное, это он и есть. Это образцы, поэтому Какой он будет, да, никто не знает. пока не да. Ну да, кто любит большие зонты, классические, но здесь они тоже есть. Трость, большая трость. Эти такие томаты. Деревянная арка. Все уже тает, друзья. Вот смотрите, лед уже начинает откалываться. Даже хорошей проверкой для зонтов является питерский ветер. Он очень сильный. У меня сегодня ветрозащита не одета, поэтому мой выбор 8-спицевого как раз основан на этом. Потому что 6 спиц и 4-5 это, конечно, маловато. И лучше добавить немного денег и купить с большим количеством спиц. Плюс вы должны понимать, что когда фигура имеет большее количество спиц, площадь этой фигуры больше. Ну, вы знаете об этом, да? Поэтому вот такие дела. Но поскольку сейчас будет дождливая погода, мы увидим с вами дождь, мы увидим с вами еще снег, мы увидим с вами много чего. Поэтому зонтик — это необходимая вещь в Питере. Если у вас нет зонта, вам надо его обязательно купить. Так что вот, друзья, весна в Санкт-Петербурге началась. И кто приедет в наш город в этом году, я уже повторяю, что зонтик — это необходимая вещь в Питере в любое время года. Поэтому зонтики Книрпс — это то, что вам надо. Тем более, что сам салон, он единственный в городе, он находится здесь, в центре города, практически на той стороне Петроградки, на Самсоневском, на набережной Гранадерской. Скользко, да. Как я и говорил, то ли снег, то ли дождь, непонятно что. Но в любом случае зонтик нужен для этих целей.